Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня у нас будут долгожданные пионы. Когда-то я вам показывала, но совсем другой вариант. Для этих пионов я буду использовать гофрированную бумагу под номерами 565 и 570. Вот подобрала тот цвет, который, мне кажется, более похож на классический вариант пионов. Будем делать вот такие на длинные ножки, и размер можно будет выбирать самому. Хотите пышный пион, а хотите более закрытым. В дальнейшем я расскажу, как это сделать. И начнем мы с вами с серединки. Для нее я буду использовать полоску бумаги 24 на 4 сантиметра. Сегодня мы с вами будем делать большой пион. Я буду использовать 3 таких полоски, но при желании, чем меньше пион, тем меньше таких полосок. Для удобства складываю полоску в несколько раз и буду разрезать. Ширина лепестков у нас должна получиться где-то до сантиметра. Делаю я, как обычно, все на глаз. Начинаем сверху скруглять, можно сделать треугольником, вырезайте как хотите. Все равно в дальнейшем этого видно не будет. Главное, чтобы у нас не торчали вот эти вот прямоугольники вместо красивых лепестков. Сделали, теперь скручиваем сверху. Кстати, совсем недавно я вам показывала цветы, которые мы делали точно таким же образом. Скрутили, начинаем выгибать каждый лепесток. Выгибаю посередине, и можно выгибать сильно, можно нет. От этого, в принципе, мало чего зависит. Главное, чтобы серединка потом была пышная. Вот таким образом в гармошку, лишь бы как я собираю. И смотрите, маленький пион можно использовать одну такую часть, пион побольше используйте 2 таких части, но я сегодня буду вообще использовать 3. Хочу сделать свой пион большим. Все собрали, переворачиваю, все хорошо снизу зажимаю, стараюсь там, где наши лепестки, сильно не зажимать, чтобы они у нас сильно не помялись, ну а сверху я вот так зажимаю и буду вклеивать вовнутрь проволоку и вместе все лепестки закреплять. Сначала наношу клей посерединке, вкручиваю вовнутрь проволоку. Смотрите, не делайте это очень сильно, чтобы ваша проволока с обратной стороны не вылезла. И теперь наношу клей по кругу на бумагу. Будьте очень-очень осторожны, клей горячий, а в этот момент можно обжечь пальцы. Поэтому держите лучше рукой свои лепестки намного ниже. Или же изначально смотайте все ниткой, чтобы не обжечь пальцы. Сжимаем и ждем полного застывания клея. Тогда у нас все лепестки схватятся и все будет надежно склеено. Готово, теперь лепестки. Отрезаю от рулона бумаги 2 полоски. Шириной по 3,5 сантиметра. И буду нарезать ее на лепестки. По итогу один такой лепесток у нас получится 3,5 на 5 сантиметров. Я буду использовать 2 таких полоски, и по итогу у нас получится 18 лепестков. При желании вы можете использовать лепестков как больше, так и меньше. Вырезаем сам лепесток. Сверху я делаю немножко волнистый край. И снизу оставляю не больше 1 сантиметра. Выгибаю посередине. Кстати, тоже от выгибания самого лепестка зависит объем вашего цветочка. Если вы выгибаете лепесток только посередине, ваш цветочек получится более закрытый. Если вы выгибаете выше середины сверху, ваш цветок будет более раскрытым. Поэтому всегда учитывайте, какой вариант цветочка вы хотели бы получить по итогу. 18 лепестков готовы, и приклеиваю по кругу. Накладываю один на другой приблизительно до середины. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Это не принципиально. Главное, приклеивайте лепестки по кругу и смотрите, чтобы сверху они у вас старались находиться на одном уровне. Причем я не приклеиваю какими-то рядами, я просто по кругу один за другим приклеиваю все 18 лепестков.
Вот так у нас получается. На этом этапе, в принципе, можно остановиться, но у нас снизу получается не совсем красивый срез. Поэтому я добавляю большие лепестки. Отрезаю полоску шириной 4 сантиметра и будем разрезать ее на лепестки. Они у нас должны получиться 4 на 7 сантиметров. Ну, я, как обычно, это все делаю на глаз. И таких лепестков у нас получается 7 штук. Точно так же вырезаю, точно так же растягиваю. И затем приклеиваю 7 лепестков по кругу. В этот раз я уже приклеиваю их очень близко к проволоке. Проволоку вы тоже можете брать совершенно любой длины. Купить ее можно как в магазинах для флористов, как в магазинах с цветами, как в магазинах для рукоделия. Ну и проволоку для электрики можно купить в строительных магазинах и в магазинах электрики. Поэтому проволоку можно найти везде и любую. Готово. У меня также последний лепесток немножко отходит в сторону, я его все-таки решила подклеить маленькой капелькой клея. Теперь чашелистик. Нам понадобится 2 отрезка 2 на 6 сантиметра и 2 квадратика 3,5 на 3,5. С квадратика мы будем делать круглый листик, а с прямоугольника обычный вытянутый лист. Выгибаю посередине, длинные листики еще подкручиваю сверху и буду приклеивать. Наношу снизу маленькую капельку клея и первыми я буду приклеивать круглые листики. Приклеиваю один и напротив приклеиваю второй, а затем между ними приклеиваю и длинные листья. Вот такой у меня получается чашелистик. Теперь сам лист. Знаете, можно было посидеть, сделать листья прям один в один, как у пиона, но я сделаю такой легкий вариант. Беру кусочек 8 на 8 сантиметров, разрезаю и вклеиваю вовнутрь проволоку. После того, как я сам лист вырезала, я его выгибаю немножко для того, чтобы придать более реалистичный вид, и он у нас не торчал просто вверх. Теперь тейпируем ножку, делать я это буду тоже гофрированной бумагой, и на нужном мне расстоянии, у меня где-то это, наверное, 7-10 сантиметров, я приклеиваю лист и тейпирую ножку до самого низа. Для того, чтобы придать цвет своим пионам, я взяла белую масляную пастель и слегка сверху начала рисовать. Таким образом у нас появятся чуть-чуть белые кончики, и пион выглядит намного интереснее.
Также при желании вы можете затонировать и сами листья или еще что-то добавить. И на этом у меня получились вот такие пионы. Я надеюсь, вам понравился такой вариант пионов. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!